Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Аэропорты Европы перестанут работать через 3 недели, если Ормус не откроют. Стоимость авиатоплива в Европе взлетела более чем вдвое, примерно с 750 долларов до 1500 за тонну. Александр, почему США не могут предотвратить дефицит авиакеросина своим экспортом? Экспорт нефти из США достигает рекордных 5 миллионов баррелей в сутки. Что происходит? Ну, давайте с конца начнем, потому что не достигает 5 миллионов баррелей в сутки сейчас экспорт американской нефти, а по прогнозам достигнет в мае. И пару слов надо сказать про эти самые прогнозы. Откуда они взялись и почему 5 миллионов. Ну, начнем вот с чего. Начнем мы с того, сколько вообще нефти экспортируют Соединенные Штаты Америки. И выяснится, что экспортируют они где-то от 3,5 до чуть более 4 миллионов баррелей в сутки. Это если мы говорим про сырую нефть, без учета различных нефтепродуктов. Если с нефтепродуктами брать, то там до 10 миллионов баррелей в сутки экспорт доходит. Как правило, обращают внимание именно на этот показатель, делают большие глаза, говорят, ну, видали? Соединенные Штаты-то своей нефтью, своими нефтепродуктами заливают весь мир. И, собственно говоря, возможно, именно глядя на эти показатели, Дональд Трамп выскакивает и говорит, да-да, мы можем, мы способны на все. Ну, то, что они на все способны, мы даже не сомневались. Однако в отношении нефти быть способным на все и иметь возможность поставлять нефть, а также необходимое количество нефтепродуктов, это далеко не одно и то же. Так вот, Соединенные Штаты Америки импортируют сырую нефть примерно на 6 миллионов баррелей в сутки. То есть при экспорте в 4 миллиона они импортируют 6 миллионов. Ну, очевидно ли, что нефтепродукты производятся из сырой нефти? Ну, понятно, что не только из сырой нефти, там есть еще ряд оговорок, которые мы могли бы сделать. Но делать их мы сейчас не будем, потому что они совершенно несущественные. Но, то есть, что же получается? К маю Соединенные Штаты каким-то поразительным образом увеличат поставки аж на целый миллион баррелей. Ну, если сейчас они экспортируют там около 4 миллионов, по-моему, 3,7 предварительные данные, 3,7 миллиона баррелей в сутки, предварительные данные по марту. И получается, что больше, чем миллион баррелей добавят. Как так? Ну, во-первых, в апреле стоило ожидать увеличения до где-то 4 миллионов баррелей в сутки экспорта. Ну, собственно говоря, вот, до такого относительно нормального показателя. А с другой стороны, как дела со стратегическими резервами в Соединенных Штатах Америки? Ну, дело в том, что Соединенные Штаты все-таки взяли на себя некоторые обязательства. Если мы предполагаем, что сейчас кризис не разрешится, то Соединенные Штаты должны экспортировать сырую нефть, точнее, прошу прощения, извлекать сырую нефть из своих стратегических резервов и поставлять на некие рынки. Возможно, на свой внутренний рынок, возможно, на какие-то внешние рынки. Мы можем предположить, что, ну, как минимум, половина извлекаемого будет направляться на внутренний рынок, потому как выпадающие объемы из того, что поступало из стран Персидского залива, составляют, ну, примерно 500 000 баррелей в сутки. При том, что вот эти 500 000 баррелей в сутки, это, ну, процентов 8 от суммарного импорта. От суммарного импорта сырой нефти в Соединенных Штатах. Но в абсолютных величинах это 500 000. Это огромная величина. И вот эти 500 000 надо откуда-то брать. Собственная добыча, ну, как бы, да, собственная добыча это интересно, местами даже забавно, но если мы посмотрим на эту самую собственную добычу, мы обнаружим, что в основном увеличение идет, мы много раз об этом говорили, я дико извиняюсь перед нашими постоянными зрителями, но это всегда стоит проговаривать, чтобы это как-то усвоилось в целом у всех. Увеличение добычи в Соединенных Штатах происходит в основном за счет легких и сверхлегких нефтей. Именно поэтому, кстати, у Соединенных Штатов произошел резкий рост экспорта такой категории товаров, как широкая фракция легких углеводородов. То есть они экспортируют, ну, например, пропан, бутан и, собственно, этан. И где-то с начала вот этого сланцевого бума, примерно с 11-12 годов, если мы берем нефтяной сегмент, стал расти экспорт вот этой группы. И там пропан, бутан. Притом рост составил, ну, где-то примерно с полумиллиона
если мы в баррелях в сутки считаем, а они считают в баррелях в сутки, где-то с полумиллиона баррелей в сутки до примерно 3 миллионов баррелей в сутки. Как так получается? Ну, вот так это получается. За счет того, какой конкретно ресурс вы добываете, какие там сопутствующие этому ресурсу дополнительные ресурсы у вас появляются. Ну, вот у вас растет экспорт. Он откуда взялся? Ну, вот оттуда он взялся. Итак, возвращаемся к 5 миллионам баррелей в сутки. То есть 5 миллионов баррелей в сутки – это, собственно говоря, то, что Соединенные Штаты чисто теоретически могут поставить на внешние рынки с учетом извлекаемого из стратегических резервов. Понятное дело, что это именно прогноз. Получится так или нет, это вопрос, притом вопрос большой. А учитывая, что средние показатели добычи по сравнению с пиками, которые наблюдались даже в текущем году, так вот, добыча несколько сократилась, тут уже возникают некоторые вопросы. Понятно, что добыча – это показатель плавающий, особенно если мы берем недельные показатели, там может быть рост на пару-тройку сотен тысяч баррелей в сутки, может быть снижение на пару-тройку сотен тысяч баррелей в сутки. Пока вот снижение. Возможно, в апреле ожидается сезонный рост добычи, который позволит и увеличить экспорт, и за счет извлекаемого из стратегических резервов дополнительно увеличить экспорт, доведя его до 5 миллионов баррелей в сутки. Кстати, учитывая, что импорт, скорее всего, сократится, Соединенные Штаты могут, опять же, если вот так будет развиваться ситуация, могут выкрикнуть: да, мы стали нетtoимпортерами, ой, прошу прощения, нет, мы ошиблись, нетtoэкспортерами сырой нефти, видали, какие мы молодцы, а потом в какой-то момент надо будет заполнять стратегические резервы и опять станут нетtoимпортерами, об этом говорить уже не надо будет, Поэтому ждем каких-нибудь таких новостей, и я думаю, здесь удалось объяснить, а почему же это все не позволит сгладить возможный дефицит в Европейском Союзе. Хотя, наверное, стоит добавить, что основной экспортный товар, который отправляют в Соединенные Штаты Америки на внешние рынки нефтяной, я уже упомянул, это вот эта самая широкая фракция легких углеводородов. И да, это у них проходит как нефтепродукты, если вдруг что. Далее у нас идет дизельное топливо, и все остальное уже в каких-то иных объемах. То есть, если говорить о дефиците авиакеросина, то при чем тут Соединенные Штаты? Соединенные Штаты себя, наверное, могут обеспечить авиакеросином, если должное количество импортировано будет сырой нефти. Либо из стратегических резервов должное количество будет извлечено. А учитывая, что приближается сезон высокого спроса на авиакеросин, задача Соединенных Штатов не максимизировать экспорт, а обеспечить внутренний рынок. У них довольно развиты авиаперевозки, и летом людям требуется больше. Люди, как правило, перемещаются более охотно, более активно по воздуху, чем в другие периоды времени. То есть сезон отпусков, люди летят отдыхать, и в целом как-то, вот знаете, количество перелетов увеличивается. Тут, конечно, может быть, у Соединенных Штатов появится еще один крупный потребитель авиакеросина, но мы же не знаем, как там будет дальше. Как дальше будет развиваться дипломатический процесс на Ближнем Востоке, возможно, у Соединенных Штатов нового крупного потребителя авиакеросина и не появится. По крайней мере, аномально крупного, который чисто теоретически появиться, конечно, может. Так вот, то есть для Европы и для Соединенных Штатов, для всех прочих стран и регионов, находящихся в северном полушарии, приближающееся лето – это период высокого спроса на авиакеросин. И совершенно справедливо европейские компании начинают паниковать заранее, то есть паниковать сейчас, в апреле, потому что, по сути, рост начинается уже с мая. Пиковых значений он достигает вот где-то в июле-августе, то есть июнь, июль, август в целом. Это сезоны высокого потребления. Но увеличение уже с мая идет. Теплая погода, люди берут отпуска, люди куда-то летят. Когда нужно заботиться об авиакеросине? Период высокого спроса или все-таки немножко заранее? Немножко заранее. Поэтому они высказываются о том, что погодите, посмотрите, пожалуйста. У нас сейчас складывается ситуация, при которой, обратите внимание еще раз, при которой мы не можем гарантировать, что весь спрос, который потенциально возникнет на авиакеросин, будет удовлетворен. При том, что потребление авиакеросина, понятно, имеет некоторую эластичность. То есть вы можете задрать цены так, что люди посмотрят на ваши авиаперелеты и скажут:
Зачем нам это надо? Посидим дома, сэкономим деньги, вместо вот этих вот, знаете, отпусков ваших никому не нужных. Мы лучше дома побудем. Побродим, посмотрим на окружающее нас, окружающее пространство. Кстати, машинку тоже лучше не заправлять будет. Ну вот. Потому как если растут цены на авиаперевозки из-за роста цен на авиакеросин, то это по большому счету является маркером роста цен и на прочие нефтепродукты. Очень маловероятно, что авиакеросин будет дорожать сам по себе. Без роста цен на дизельное топливо, на бензин и прочие нефтепродукты. То есть, если вы боитесь роста цен на авиакеросин, то в тот же период времени вам стоит опасаться роста цен и дефицита прочих нефтепродуктов. Но опять же, эластичность спроса, то есть цены растут на авиаперевозки, количество авиаперевозок может сократиться. Почему растут цены? Потому что растет цена авиакеросина. Авиакеросин является, пожалуй, одной из самых главных статей расхода при транспортировке пассажиров и грузов по воздуху. Понятно, не единственной статьей расходов, но, тем не менее, наиболее значимой и наиболее, скажем так, колеблющиеся, то есть показатели закупок, цена, по которой вы закупаете авиакеросин, может колебаться в довольно широком диапазоне. Фактически за пару-тройку месяцев у вас этот показатель может измениться раза в 2. А если не повезет, то и раза в 3. Если прям совсем не повезет, то может быть и в большее количество раз, но мы это большее количество раз сейчас даже обсуждать не будем, потому что это ситуация какого-то запредельного кризиса, и это для отдельного большого разговора. Пока лишь заметим следующее. Дефицит авиакеросина, который сейчас ожидается, это не выдумка, и парировать этот дефицит практически невозможно. Но его можно будет парировать за счет увеличения импорта невозможно. А вот парировать за счет того, что вы задрали цены и поэтому снизился спрос, да, вполне возможно. Скорее всего, именно это и будет происходить. То есть высокие цены будут поддавливать спрос, количество авиаперевозок будет сокращаться. И тут мы опять же возвращаемся к теме, которую мы как-то, наверное, даже обсудили в один из прошлых разов, а именно к тому, что под ударом оказываются в целом европейские авиаперевозчики. Это неблагоприятные условия для авиаперевозок вообще, рост цен на авиакеросин, который не локализован Европейским Союзом. Это как бы общемировой процесс. Но конкретно для европейских авиаперевозчиков, если мы вот тут их обсуждаем, это еще и угроза банкротств, закрытия, поглощения, то есть такого нормального экономического процесса. Какие-то из авиаперевозчиков будут вынуждены сокращать какие-то свои подразделения. То есть, допустим, вы крупный владелец самолетов, пароходов и прочего. Вы постараетесь, скорее всего, закрыть сразу несколько сегментов. То есть топовый сегмент, средний сегмент и бюджетный сегмент. И вот какой-то из этих сегментов, который будет наиболее пострадавшим в текущих условиях, вы начнете резать, вы начнете сокращать, чтобы он не портил экономические показатели других сегментов. И тут мы можем сказать лишь одно. Чем дольше эта ситуация затягивается, с перекрытием Ормузского пролива и обменом этим обменом дипломатическими любезностями, и не только дипломатическими любезностями, тем более острым будет кризис в топливном сегменте мира в целом и Европейского Союза в частности. И ограничиваться только авиасообщением он не будет, этот самый кризис. Он выйдет за его пределы. Ну а на сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.